Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэйкук – это быть его послушным мальчиком. Девятое место. Когда уже представлял, как сядешь рядом с Тэхёном, но не вышло, и теперь тебе грустно. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему. Хосок ответил на вопрос, являются ли Вигу парой. Подробный разбор. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Когда твой парень самый заботливый поднял цепочку, дал знать, что она у него, походил с ней и отдал обратно. Следит за каждым шагом своего мальчика. Седьмое место. Чтобы вы знали, я все еще в этом моменте и не собираюсь переезжать. Шестое место. Поведение пары. Меня все еще размазывает от этого момента. Чонгук надевает на Тэхёна маску, а позже в аэропорту смотрит на него этим взглядом, в котором читается: «Настолько, что назвали парой. Ты слышал?» Как же им хорошо двоим. Пятое место. Чонгук не замечать ничего вокруг, кроме Тэхёна.
4 место. Даже если в вашей жизни нет любви, она все равно у вас есть в виде самого богатого на это чувство источника. Третье место. Новости. Финальная часть влога под названием King Kong Tay от сослуживца Тэхёна. Всем привет, очень рад вас видеть. Недавно Тэхён посмотрел мое видео и оставил комментарий, что вызвало огромный ажиотаж. Размышляя об этом, я заметил, что ко мне пришло много людей. Многие говорили добрые слова, но было и много тех, кто переживал, считая, что будет лучше, если такие истории расскажет сам Тэхён. Поэтому я принял решение, думаю, будет правильным прекратить выпуск роликов. Так что это видео станет последним. С сегодняшнего дня я заканчиваю снимать. Я вообще начал снимать эти видео по одной причине. Мне хотелось рассказать вам, насколько Тэхён замечательный человек. И сегодня, в качестве завершения, я хочу поделиться словами, которые он сказал мне в учебном лагере. Жизнь – это череда выборов. Если у тебя есть цель, к которой ты стремишься, то даже если ты окажешься в неблагоприятных условиях или будешь сомневаться в правильности своего выбора, в тот момент, когда ты в итоге достигнешь цели, ты поймешь, что все эти решения были лишь частью правильного пути. С такими мыслями и нужно идти по жизни. Так что, ребята, тоже ставьте перед собой цели и смело идите по жизни. Даже если вам кажется, что вы двигаетесь куда-то не туда, продолжайте идти. Если вы не сдадитесь и продолжите свой путь, однажды вы обязательно достигнете желаемого. Спасибо, что все это время смотрели мои видео. Сохранить тепло рук Чонгука и пронести его через всю свою жизнь, понимая, что в тебе навсегда останется частичка его безграничного света. Фанаты, которым посчастливилось поймать Чонгука на пробежке, поделились своими эмоциями. До сих пор не могу поверить, что у меня была возможность встретить одного из моих любимых артистов в мире. Спасибо, что уделил время поговорить с нами, и за эти фото. Ты сделал меня очень счастливой. Я поймала Чонгука. Он правда сделал фото со мной и разрешил его выложить. Ура! Я была так растеряна от встречи с ним, что мне грустно. У меня не вышло красивое фото. Я так нервничала, что не могла смотреть на его лицо. Достала камеру в спешке и даже не протерла ее. Кажется, в тот момент, когда я его увидела, сказала: «Я поймала его». О чем я только думала. Хе-хе. Чувствую, что сегодня потратила всю свою удачу. Спасибо. Мы гуляли с подругой и вдруг увидели, что все фотографируются с ним. После этого он побежал, чтобы никто близко не подходил. Я окликнула его 3 раза, и так как я знаю корейский, спросила, можно ли сфотографироваться. Он ответил: «Хорошо». Я очень волновалась, потому что он сам взял мой телефон и начал снимать. И еще от него невероятно пахло. Любимый жанр – это когда Тэхён тает от заботы Чонгука и превращается в робкое облачко каждый раз, когда Чонгук с ним флиртует.
Новое фото с Тэхёном со времен армии, которое опубликовал его сослуживец. Также он поделился своей историей, связанной с Тэхёном, под постом Ките Ким. Оказывается, помимо того, о чем мы с Ките болтали перед его дембелем, было еще много интересных историй. Когда Тэхёна после распределения перевели к нам в спецназ, он из-за постоянных танцевальных тренировок пришел уже с травмированным плечом, и оно у него постоянно болело. Но у него в привычку вошло не просто делать все кое-как, а выкладываться по максимуму, насколько это возможно. Поэтому, как и говорил Китхэ, я ни разу не видел, чтобы он относился к чему-то спустя рукава. Как-то раз Тэхён поспорил с ребятами-сослуживцами, которые намного младше его, кто больше отожмется, а проигравший проставляется в чипке в военном магазине. Я тогда сам лично считал и судил их. Так он со своим больным плечом отжался больше 110 раз за 2 минуты без перерыва. Реальный пахарь. Перед самым моим переводом в другую часть, когда мы прощались с Тэхёном, я очень хотел, чтобы у него хоть немного меньше болело плечо при стрельбе. Поэтому я хорошенько привел в порядок и подарил ему тактический приклад, которым пользовался сам. Интересно, как его плечо сейчас, стало ли полегче. Тэйкук максимально близко, чтобы было максимально комфортно. Во время сегодняшнего влога Тэхён поделился небольшим ТМИ, что куртка, которую сейчас носит его менеджер Сон Джи-гын, это одна из работ самого Тэхёна. Кажется, около 7-8 лет назад я был в Нью-Йорке, купил там краски и спреи, кастомизировал эту куртку, а потом подарил ее Хёну. По словам Тэхёна, время уже оставило на ней свои следы, краска постепенно осыпается, поэтому Джи-гын Хёну приходится постоянно отряхиваться. Но несмотря на годы, куртка до сих пор остается с ним. Любовь Тэхёна к искусству всегда находила выход далеко за пределами сцены и музыки. Еще в 2018 году он увлекался кастомизацией одежды, превращая обычные вещи в уникальные авторские работы. В видео можно увидеть, как он вручную расписывает кожаные куртки аэрозольной краской, создавая абстрактные лица, смайлики и узнаваемые графические рисунки. Каждая вещь была единственной в своем роде и несла отпечаток его собственного видения. Отличный день был у кого-то, а именно у Чангука, всего облапали. В своем влоге Тэхён назвал себя и менеджера Ким Чхамджи и Сон Чхамджи, однако в субтитрах это было переведено просто как мистер Ким и мистер Сон. Слово Чхамджи – это старинный термин, который изначально возник как государственная должность во времена династии Чосон. Его часто добавляли к фамилии в качестве обращения к определенным чиновникам или как почетный титул. Однако в современном повседневном корейском языке оно практически не используется. Сам влог при этом называется «Один удачный день». «Удачный день» — это реалистический короткий рассказ, написанный Хён Джин-гоном в 1924 году. Он очень правдиво рисует жизнь простых людей через призму главного героя по имени Ким Чхамджи и входит в школьную программу средних классов в Корее. То, как день Тэхёна начался на редкость удачно в его редкий выходной, но затем постепенно принял немного иной оборот, чем ожидалось, возможно, и натолкнуло его на мысль связать название влога с атмосферой этого литературного произведения.
Замечает вообще все, что связано с Чонгуком. Чонгук в Инстаграм. Как же прекрасен силуэт того, кто уходит, четко сознавая свой час, когда нужно проститься. Опадают лепестки, кружась в беспорядке. Музыкальное сопровождение трек «Сабвуфер Lullaby» C418. Процитировал известные строки из стихотворения корейского поэта Ли Хён-ги. У поэта часто встречается тема бренности существования, но его взгляд не совсем пессимистичен. В его поэзии разрушение и исчезновение являются частью более широкого цикла обновления и преображения. Поэтому в опадающих цветах осыпающиеся лепестки не трагедия, а естественный переход к чему-то следующему. Во все тяжкие версия Тэйкук. Исходя из фото Тэхёна, выложенных в его личном аккаунте Instagram, он остановился в номере Penthouse Panorama Corner Suite в знаменитейшем отеле Waldorf Astoria в Лас-Вегасе. Из интересных фактов: в номере есть панорамные окна от пола до потолка с обзором до 270 градусов на Лас-Вегас-Стрип. Отдельная спальня с кроватью King Size, один из самых больших двуспальных форматов. Огромная ванная в стекле и мраморе с отдельной ванной и душем. Стоимость в среднем по году составляет $1500 в сутки. Угловые панорама Suites появились благодаря форме башни. Поэтому из некоторых номеров открывается почти 270-градусный обзор стрипа через стеклянные стены от пола до потолка. Для Вегаса это редкость, большинство люксов имеют одну главную сторону обзора. Из-за отсутствия казино внизу здесь гораздо тише, чем в Белладжо, Ария или Ванишин. На Reddit многие гости описывают Волдорф как убежище посреди стрипа и отмечают, что шум улицы почти не ощущается даже в номерах с панорамными окнами. Многие постоянные гости Вегаса утверждают, что именно угловые люксы бывшего Mandarin Oriental, название ранее до выкупа здания Waldorf Astoria, были любимыми у знаменитостей, которые хотели жить на стрипе, но не хотели проходить через казино и толпы людей. Из-за отдельного подъезда и очень незаметного входа отель до сих пор считается одним из самых приватных в центре Лас-Вегаса. Самая настоящая милашка-кокетка. В своих вчерашних сторис Чонгук поделился вкусной едой из кафе Итхэвон Дэбон. Это заведение в районе Итэвон в Сеуле, которое специализируется на японской кухне в стиле тэппаньяки, где блюдо готовится на открытой жарочной поверхности прямо перед гостями. Главная особенность места заключается в живом приготовлении еды. Шеф-повар работает на глазах у посетителей, превращая процесс готовки в небольшое кулинарное шоу. В меню обычно входит мясо, морепродукты, овощи и различные комбинации сетов, подаваемых в горячем виде сразу после приготовления.
Атмосфера здесь современная и уютная, с акцентом на открытую кухню и комфортную посадку, поэтому место подходит как для свиданий, так и для встреч с друзьями. Попасть сюда в будние дни достаточно легко и часто без ожидания, однако вечером и в выходные поток гостей увеличивается, поэтому может понадобиться очередь или предварительное бронирование. Сексуальное напряжение знаете? Они вырабатывают. Тэхён недавно посетил тайский ресторан Lotus of Siam в Лас-Вегасе и разместил фото в посте на своей странице в Instagram. Совладелец ресторана поблагодарил его за визит и также подписался на него в Instagram. Действительно особенный момент для нас. Спасибо Тэхёну за то, что заглянули к нам и разделили с нами этот ужин. Для нас невероятная честь, и мы очень благодарны за вашу доброту и поддержку. Принимать вас у себя было огромной привилегией, и мы надеемся увидеть вас снова когда-нибудь. Бесконечное видео вам принес. Согласно данным глобальной платформы для анализа акций Simply Wall Street, компания PV Corporation, материнская компания Calvin Klein, зафиксировала рост цены акций на 12% в течение недели запуска совместной коллекции с Чонгуком после недавнего падения. Это громкое сотрудничество привлекло внимание инвесторов. Инвестиционные отчеты обычно не говорят об обычной рекламе. Они фокусируются на событиях, которые могут повлиять на стоимость компании или ее восприятие рынком. Упоминание сотрудничества с Чонгуком показывает, что оно считается сильным и важным рыночным событием. Я знаю, что вам нужны были эти крошки Тэйкук. Только Тэхён знает их вкус. Встречаем лето с чудесными воспоминаниями о Вегасе. Тэхён был великодушным человеком даже в армии. С опозданием стала общедоступна трогательная история о Тэхёне во время его службы в армии. Его характерная доброта осталась неизменной и вне сцены,
во время недавней трансляции вместе с другими участниками группы вспоминал о своей службе в армии и делился эпизодами из тренировочного лагеря. Он рассказал, что по дороге на католическую мессу они обсуждали крестильные имена. Ви рассмешил всех, сказав, что когда он спросил, какое крестильное имя вы собираетесь дать, некоторые новобранцы ответили именами персонажей игр, такими как Мордекайзер, Мисс Фортуна и Люкс. Один из курсантов учебного лагеря, посмотревший трансляцию, тоже с опозданием поделился историей о Ви. Он вспомнил, что во время его призыва в новостные каналы активно обсуждалась новость о том, что к армии присоединяются 2 участника BTS, и что его назначили в тот же первый взвод, что и Ви. По словам его сослуживца, Ви подарил новобранцам корейскую говядину, сказав, что они усердно тренировались. Он также упомянул, что на Рождество они вместе ходили на церковный мюзикл, и хотя Ви прикрыл лицо лишь так, чтобы были видны глаза, все его узнали. Во время службы в армии Ви вызвался служить командиром взвода. Один из новобранцев заметил: быть командиром взвода – это большая работа, требующая от новобранцев мотивации друг друга, поэтому это роль, о которой вы пожалеете, если возьметесь за нее в армии, но добавил, что Ви всегда руководил взводом, создавая позитивную атмосферу. О Ви сослуживец продолжил: он был по-настоящему добрым и позитивным человеком, который всегда направлял дела в правильное русло, и описал его как великодушного человека с большим чувством юмора и привязанностью. Он также добавил, что помнит Ви как отличного старшего товарища и наставника. Известно, что даже во время службы в ВД он прилагал все усилия для создания позитивной атмосферы для своих командиров и подчиненных, покупая им еду и предоставляя спортивное оборудование. Сослуживцы помнят Ви как человека, которому можно было спокойно довериться и на которого можно было положиться. Их товарищеские отношения сохранились и после его увольнения. Сообщается, что несмотря на свой плотный график, Ви посетил подразделение, чтобы поздравить своего младшего коллегу с церемонией увольнения спустя чуть более 40 дней после собственного увольнения. Счастье ощущается именно так: слышать их голоса, их смех, видеть их улыбки и понимать, как же им хорошо рядом друг с другом. Я одержим этим жестом и тем, что Тэхён делает так только с Чангуком. Как мы вообще выносим эту двойственность? Наблюдение. В компании Тэйкук сидят бок о бок, а наедине – лицом друг к другу. А теперь просто задумайтесь, как вы сами садитесь рядом с любимым человеком в такие моменты. Понимаете, да? Второе место. Это так интимно. Боже мой, они так влюблены и даже не скрывают этого. Каждый раз, когда Тэхёну хочется поцеловать Чангука, но нет возможности, он тискает его подбородок.
Боже мой, угадайте, кто был на свидании. Первое место. Подарки, оставленные для нас Вегасом. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.